Экстремальная экскурсия начинается. О, держи аккуратно. У всех такие симпатичные кружки, эстетичные. В то же время у меня идеальнее некуда. Балтийское море, залив, пролив. Это очень вкусно. Правда, вкусно? Кажется, я сейчас напьюсь, понесете меня. Сейчас покажу, что же Антон Семенов взял с собой на 2 дня. Вот мой чемодан. Реально выглядит просто бомбезно, масштабно. Итак, я на таком располагаться буду диванчике. У меня появился, друзья, зацените первый профессиональный рюкзак от Mark Ryden. Очень рекомендую, на всякий случай оставлю ссылку в описании к этому видео. Просто влазит вся моя квартира. Естественно, кроксы. Хотел показать, что он открывается как чемодан, но вообще у него вот эта часть, вторая половина откидывается прям как чемодан. Футболка 1, футболка 2. На мне 3, на 2 дня, я думаю, хватит. Конечно же, мячики для тенниса. Здесь сказали, к моему сейчас приходу вниз поставят стол, и мы будем играть. Маска для сна, но, надеюсь, уже не понадобится. Трусы, носки, понятно. Кепка. Шапка для бани. Я со своей. Дело это очень сильно люблю, поэтому приобрел уже свою. Шорты плавательные для сапов. Кофта на вечер. Тут у меня тарелка. Красиво получилось ее покидать на закате. Друзья, я люблю активный отдых. Вот это прям мое. По факту все. Расческа, очки. Тут уже такие, знаете, технические моменты. Провода, например. Powerbank. В прошлый раз лоханулся, телефон разрядился. И в первый день я просил контент мне снимать. Колоночка, ну вы понимаете, там Travis Scott, 21 Savage. Включил с кайфом. Играешь в теннис. По факту вообще немного. И обувь моя. Короче, на самом деле, вот так посмотреть, немного вещей. Я, как всегда, собираюсь ровно за 10 минут. Мой личный лайфхак, как в номере ничего не забыть. Просто берете, определяете для себя несколько зон. Вот у меня первая, вообще там все, что связано с техникой, это я возьму с собой. Вот это вторая зона. Третья зона, соответственно, у меня шкаф. Вот тут висят футболки, просто они после стирки какие-то мятые. Я подумал, есть возможность, что они отвисятся. Все, 3 зоны просто. Хуже, если вы начинаете по номеру раскидывать свои вещи, вот тогда вы точно что-нибудь забудете. Светит солнце, мы отправляемся в прогулку по Балтийску. Ну и в итоге все при сушке может высохнуть по-разному и опять же треснуть. Поэтому нужно смотреть, чтобы наша скалка каталась только по этим направляющим. Ничего себе. Непростая задачка. Через полчаса. Ну, через 40 минут. Да. Ну, тут примерно ага. А мы блюдечко, да, делаем какое-то? Понимаю. Овальная. Вот так. Все равно какую-то часть отрежем, чтобы у нас... Ай, снимаешь мой упорный труд. У всех такие симпатичные кружки, эстетичные. В то же время у меня... Это нормальный диагноз. С этим живут. Все понравилось. Ну, то есть дети уже тоже заканчивали. Как у тебя? Я тоже так же, с этим можно жить. Окей. А как этой штукой правильно? Так, вот Диана, да. Вот этой круглой частью. Угу. Прям с воздуха и дальше. Вау. Я Получается. ее тоже копала, пробовала, ну когда это были эксперименты какие-то. И она настолько пористая, что... Там все уже. Да, тоже был эксперимент. Но он тоже такая, надо ее хорошо очистить. Можно так об ткань вытирать? Идеальнее некуда. Кому-то надо еще? И вот эту сторону могу не трогать, да? Но если там нет каких-то вот этих трещин, то да. Угу. Вот, да. Почему? Вы можете зайти туда. Фу. Становится такой, знаете, красоте у космоса все же. Мы такие, что делать-то, что делать? Это становится с каждым разом все более странно и странно. Пока вы все краешки свои поднимете, у глины есть память. Кто бы мог подумать, это я всегда своим детям даже говорила, говорю, даже у глины есть память. Но если ее погладить вот так, вот этот поворотик, то она завтра не вспомнит. Это клей с мраморной коричневой. Что, ну, не получается? Ну как
То есть сильно вот так нажимать не надо. Опять же, можно, говорю, уйти с друшлаком. Опа, от 1 до 10. Все в меня не верили, но на самом деле я очень плохо рисую, поэтому вот Наташа мне посоветовала выкрутиться вот этим листиком. Наташа, спасибо. Может, разыграть среди подписчиков? Не, я все-таки хочу хозяйке это привезти на остров. Это шикарно. Давайте посмотрим, что у других. Ешь, люби, мечтай. Золото. Мне нравится. Море. Тут такая вот эстетика. Тут просто от руки, да, нарисовано. Здесь штампики. А здесь у нас инсайд. Побольше надо было, посильнее нажать. Мой плохой вариант не показал. Ну что его показывать? Он плохой. Максимально старался. Русская деревенька. Экстремальная экскурсия начинается. В прошлый раз, когда мы переправлялись на Балтийскую косу, я сидел в кабине, а сейчас я, так сказать, выбрал место под солнцем. Хочу, чтобы обрызгало по полной программе. О! Держи аккуратно. Хера себе. Почаще такие встряски нам делайте. Балтийск — это бывшая Пилау, база подводных лодок. Также здесь стояла на Все посылки, которые приходят из Китая, они базируются в Балтийске. Вот как раз справа порт, а вот так выглядит паром. Видите, там даже на нем надпись «Гонконг». Обратите внимание, друзья, вот видите, человек там спускается по лестнице. То есть прямо сейчас ведутся, так сказать, работы по распилу этого еще не распиленного до конца корабля. Как вам это зрелище? Сколько там бакланов? Вот все вот эти черные точечки, мне кажется, на камере именно так это понятно и видно. Это все бакланы. Он так и называется, остров Бакланов. Почему-то на этих деревьях нету листьев. Я все уже кушают, мне тут прям положили. Ну ты какой, испортил кадр. В общем, мы... Посмотрите, как красиво сидим, едим. Ты запомнил, что это 3 воды? Можешь сказать на камеру. Балтийское море, залив, пролив. Вид на 3 воды. С видом на 3 воды сидим и едим пироги. Сейчас будем пробовать. Рыбный пирог. Такое мягкое тесто. Даже если хлеб будет вкусным, мне уже хватит. Поэтому прожевывайте. У меня просто Тщательно. история одна есть, я вот так вот съел. Вкусно. Мне прям Особенно, когда ты последний раз завтракал. Это очень вкусно. Правда, вкусно. В ресторане Touristic Bar нам каждому подарили по такому бонусу. Открытка, которую можно отправить в любую точку страны и даже мира. Помню, в Зеленоградске в кафе, как оно называется? Как оно? Блин. Есть ручка? И я заказал ирландский кофе с добавлением 50 мл виски. Пробуем? Поэтому и забыл. Сейчас вспомнишь. Да. Блин, 50 миллилитров чувствуется. многовато, да? Да. Сладенькое я люблю. Ну как кафе называлось? Ну, в самом начале справа. Телеграф. Телеграф. Вот, я там отправил открытку дяде в Ирландию. Я без виски вспомнил. И дошла. Ну, месяц. В общем, ирландский кофе. Кажется, я сейчас напьюсь, понесете меня на руках. Сейчас пойдешь тарелочку в рюмочку переделывать.
были опасения, что все-таки прогулку на сапах придется отменить, потому что очень большая волна, но сегодня вроде как она поменьше. Это из-за подводного течения, вроде как ветер небольшой был вчера. Сегодня он усилился, но при этом волна стала потише. То есть, если выходить на сапах в большую волну, то есть вероятность, что унесет. Но, как вы видите, мы здесь. Ребята уже кто-то зашел на воду и потихоньку начинает плавать. Я, в общем, рад, что все-таки не отменилась наша прогулка, не перенеслась. После прошлой прогулки на сапах у меня ноги еще болели дня 2-3. Сегодня, надеюсь, будет получше. Но я и не планирую очень много плавать стоя на ногах. Сидя, либо на коленках, вообще в самый раз. Прохладно, свежо. Занимаешься спортом, так сказать. Такое мы уважаем. У меня тот же сап, что был и тогда. Вот такой вот львиный, дерзкий. Правда, жилетик сегодня немножко детский, но какой достался. Быстро нырну и очень быстро греться, принимать душ. Такая мутная вода, ни хрена не видно. Ну так накушаться, так очень плотно пообедать можно только в столовый гараж. Это не реклама, а вот ребята рядом со мной идут, могут подтвердить. Чистая правда. Сколько вы заплатили? 600 рублей на двоих наелись, просто не помню когда. Так, Сколько блюд, что заказывали? что получается два вторых, два первых, два салата еще, два супа, два вторых, два салата, десерт. Дофига. Очень много. Но десерт уже не входил в эти 600. Входил в 600? Входил. В общем, друзья, наелись вот так. У меня был салат, суп и рыбная котлета с картошкой. 327 рублей. Ну так только в Балтийске можно поесть. Мы на кладбище. Да, тут есть такое, посвященное Второй мировой войне. Посмотрите, какое оно эстетичное. Вот на кладбище на этом погулять можно. Также тут танцующие деревья. Если вдруг у вас еще этот гештальт не закрыт, то сюда я рекомендую. Посмотрите, какая красота. Вот так вот Аня идет. Илюха под тенечком. Шишки прямо под ногами. Можете представить численность солдат? Сколько здесь людей на вот этих вот плитах на каждой. Вот такой большой ряд. В этой области такие большие кресты, а вот тут открывается как раз вид, где вот этих вот красивых немецких крестов больше всего. Какие шикарные тени падают от этих деревьев, вы просто посмотрите, как в сказке. Слышите этот звук птиц? Шишечки эти, ой. Да, и запах ощущается. На массаже меня было удивить сложно, потому что я птица такая разбалованная. В Калининграде очень часто хожу в салоны массажные, в очень хорошие. Даже на Бали был на массаже, но расстроить проще простого. И, к счастью, этого не произошло. Реально массаж очень понравился. Единственное, что хотелось бы, это не полчаса, а гораздо больше. Но так как нас было 8 человек, всем по чуть-чуть. Натянулись. Итак, крайние 15 минут в Балтийске, в отеле «Песок и море». Я собрал рюкзак, мы сейчас ждем последних ребят и поедем на машинах обратно в Калининград.
В общем, что могу сказать? Время провели классно. Завел полезные знакомства, прекрасно, весело, с задором провели время с ребятами. Ну и, конечно же, поработали. Я считаю, что это классное времяпрепровождение. Мы отдохнули телом и душой и при этом принесли пользу. Сняли контента. И, друзья, открывайте мой инстаграм, чтобы следить за мной в реальном времени, а также есть у меня маленький уютный телеграм-канал, там я тоже публикую контент, какой-то лайв. И если вам вдруг это понравилось видео, поставьте лайк, не пожалейте, подписывайтесь на канал, и мы увидимся в новом видео. Пока-пока.